Это мой дом. Это мой двор. А это вид из моего окна. А это полиция пришла за мной, чтобы заткнуть мне рот, чтобы лишить меня свободы, чтобы я не смел даже подумать о том, чтобы говорить правду. А это Невский проспект, главная улица моего любимого города Санкт-Петербурга. Когда я решил снимать этот фильм, первая мысль моя была: а имею ли я на это право? После тех страшных трагедий, того ужаса, который обрушился на украинский народ. Имею ли я право говорить о тех мелких личных страданиях, которые выпали на мою долю после убийств украинских детей? Не знаю. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Кто-то уже говорил о том, а может ли искусство существовать после трагедии Холокоста, после концлагерей и газовых камер. Если вы сочтете, что я не имею права говорить о себе, по крайней мере сейчас, когда идет война и каждый день гибнут люди, не смотрите дальше этот фильм. Может быть, если бы я был зрителем, а не автором, я тоже не стал бы его смотреть. А это мой прадедушка. Я его хорошо помню. Мы с ним играли в футбол. Мне было 8 лет, а прадедушке 92. До революции он был управляющим крупной фирмы, занимающейся поставками мясной продукции. Говоря современным языком, он был топ-менеджером. Я сейчас часто думаю, почему он не взял свою семью и не уехал из России после революции? Может быть, он не интересовался политикой? Или не мог себе представить, до каких зверств опустятся захватившие власть большевики? Первый раз он был арестован в 29 году. Арестован без всякого обвинения. Суть его преступления состояла в том, что он был достаточно обеспеченным человеком. В камере, куда втолкнули моего прадедушку, невозможно было не только лежать, но и сидеть. Можно было только стоять, в притирку с другими несчастными, которые так в неподвижности стояли сутками, неделями. Люди умирали и продолжали стоять, потому что их невозможно было вытащить. Да никому до этого и дела не было. Наконец прадедушку вызвали на допрос. Он спросил у следователя: что вы от меня хотите? «Деньги?» – откровенно ответил он. «Забирайте», – сказал мой прадед. Они забрали все, в одно мгновение сделав его семью нищей. Но главное, что в этот момент ему вернули свободу. Почти на целых 10 лет. А это они пришли уже во второй раз. Я не открыл им дверь. Они позвонили в квартиру соседей, сказали, что на меня поступил сигнал. Или, говоря по-простому, донос. Как все это по-нашему? По-российски. Помните у Довлатова? Мы без конца проклинаем товарища Сталина, но кто же написал 4 миллиона доносов? Соседка сказала мне, что полиция просит меня явиться добровольно. По-хорошему. Но в мои планы это не входило. Пришлось скрываться на квартирах у друзей, знакомых. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Константин Селиверстов. Я кинорежиссер.
Мой фильм «Патриот», высмеивающий путинских ура-патриотов, вызвал гневную реакцию тех, кто узнал себя в этой сатирической картине. Америка, fuck you. Русский человек посылает тебя на давление 120/80. Я живу в своей стране. Я счастлив. Какие конвенции? Засуньте их себе в жопу, свои конвенции. В женевскую жопу Женевские конвенции. Все возрождается, и промышленность, и здравоохранение, и индекс ВВП, все растет, и социальные условия, и жилищные для людей сейчас везде улучшаются. Все люди ездят на дорогих машинах, могут себе позволить, уже никто практически не ходит пешком, вот, все пересаживаются на личный автотранспорт, все как в Германии. В свое время, когда Гитлер пришел к власти, сейчас и в России, вот, все хорошо. Крымна! 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 А в конце фильма с героем происходит неожиданная метаморфоза. Наступает прозрение. И он произносит удивительный для истинного, стопроцентного ватника монолог. У меня есть один знакомый, который, когда началась война, он, движимый чувством искреннего патриотизма, поехал защищать Донецкий аэропорт. При этом у него дома осталась жена беременная, и еще там, по-моему, дети были маленькие. И погиб, защищая этот Донецкий аэропорт. А вот так вот в итоге, вот он погиб. Он погиб там ради чего? И ради кого, блядь, вот он оставил свою жену, блядь, с маленькими детьми. Этот юноша, движимый патриотическими чувствами. Что он там, блядь, защищал? Он что, защищал, блядь, что? Великую Россию, блядь, на этом пятачке он защитил. Что он защитил, блядь? Вот скажите мне, в итоге исторически, блядь, 100 человек защищал. Ничего он не защищал. Это моя маленькая дочка Леночка. Ей 3 годика. Когда стражи порядка колотили в мою дверь, она тихо, мирно смотрела мультики. В какой-то момент она посмотрела на меня с немым вопросом. «Почему же ты, папа, не хочешь впустить гостей? Разве не видишь, как им не терпится зайти к нам на чашечку чая? А может быть, эти гости хотят поиграть со мной? Папа, это точно не к тебе, это ко мне пришли гости. Открой же им, папа, открой. Почему ты, папа, такой негостеприимный?» А это моя бабушка. Она родилась в 1914 году. Занималась балетом. В возрасте 5 лет ей даже удалось побывать на концерте великого Шаляпина. Это было воспоминание на всю жизнь. А потом воспоминания были по большей части связаны с другими, менее приятными событиями. В 1937 году моего прадедушку и ее отца снова арестовали. Это был самый разгар большого террора. В этот раз ситуация была еще страшнее. Ему предъявили обвинение по 58-й, расстрельной статье. Оставался последний, призрачный шанс на спасение. Нужно было срочно ехать в Москву, в Верховный суд. Я бросилась домой, взяла деньги и побежала на вокзал. Но там билетов не оказалось. Я была совершенно в отчаянии. Стояла около кассы и рыдала. Ко мне подошел какой-то молодой человек и спросил: девушка, что вы так плачете? Я ему сказала, что если я не поеду хлопотать за папу в Москву, его расстреляют. Ну, все знали о том, что происходит в стране. И поэтому он проникся ко мне симпатией и жалостью, вытащил из кармана билет свой и отдал его мне. На следующий день бабушка уже была в Верховном суде. В это время там был обеденный перерыв. Она открывала подряд двери всех кабинетов – никого.
И только в одном кабинете сидел пожилой мужчина за огромным письменным столом. Бабушка буквально влетела в этот кабинет и стала быстро рассказывать всю историю про арест своего отца, подтверждая все это документами. Начальник выслушал ее и сказал: «Немедленно пишите заявление и сдайте документы в канцелярию». И произошло чудо. Я думаю, таких случаев в сталинское время были считанные единицы. И папу оправдали. Но суд ничего не забывает. Вполне возможно, что оправданный вернется из суда к себе домой, а там его уже ждет приказ об аресте. Что же, процесс начнется снова? А как же? Да, действительно, это было, конечно, не полное оправдание. Прадедушка был освобожден из тюрьмы, но на долгих 18 лет был отправлен в ссылку. Впрочем, в те времена это воспринималось как однозначная победа правосудия. Вернулся папа в Ленинград только после смерти Сталина. А полная реабилитация наступила только в 1962 году. Все мы знаем из истории, как Ленин скрывался в шалаше в разливе от ищеек Временного правительства. Это, как говорится, исторический факт. Не думал я, что мне когда-нибудь придется последовать примеру незабвенного Владимира Ильича. Вот сейчас как раз вы видите Леночку. Папа снимает ее на камеру. Она, к счастью, не понимает, что папа не может жить у себя дома, не может жить нормальной жизнью, воспитывать свою маленькую дочку, потому что власть в стране захватили бандиты, для которых свободные люди, люди, говорящие правду, являются главными непримиримыми врагами. Политикой я по-настоящему заинтересовался в конце 2011 года. В декабре прошли выборы в российский парламент, которые были нагло сфальсифицированы властью, чтобы обеспечить победу пропутинской партии «Единая Россия». В ответ сотни тысяч людей по всей стране вышли на улицы. Я был на всех протестных акциях, снимая на видеокамеру, чтобы сохранить эти события для истории. Нет полицейскому государству! Свободу полиции заключенным! Свободу полиции заключенным! Свободу полиции заключенным! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! За честную власть, за честных людей! За честную власть, за честных людей! За честную власть, за честных людей! В марте 2012 года состоялись президентские выборы, на которых снова, в третий раз, вопреки действующей Конституции, выдвинул свою кандидатуру Путин. Множество людей, выходя на митинги и демонстрации, сказали ему, что не хотят видеть его своим президентом. Путина на нары! Путина на нары! Путина на нары! Путин, уходи! Нам не по пути! Путин, уходи! Нам не по пути! Путин, уходи! Я не уехал из страны в 90-е, так как надеялся, что Россия наконец станет нормальной, цивилизованной, демократической страной. Я был уверен, что репрессии советских времен больше никогда в России не повторятся. Ну, увы, я ошибся. Вот они, добрые молодцы, путинские опричники. Гойда! Гойда!
Мой папа музыкант, скрипач. 40 лет проработал в Ленинградском симфоническом оркестре филармонии под руководством великого дирижера Евгения Александровича Мравинского. Объездил с гастролями весь мир. Я вспоминаю сейчас далекие 80-е годы. Только что умер Брежнев, и его место занял долгое время возглавлявший КГБ Андропов. Именно в это время советское государство в очередной раз репрессировало мою семью. В конце 70-х, начале 80-х годов немало советских артистов бежало из страны во время зарубежных поездок. И тут, разумеется, по доносу, завели уголовное дело на моего папу, якобы подменившего дорогую скрипку из частной коллекции одной любительницы музыки на другую скрипку, дешевую, никому не нужную. Абсурдность и сфабрикованность этого дела вполне могла конкурировать со сталинскими обвинениями в рытье тоннеля от Бомбея до Лондона. Ну, если уж судьи выдвинули обвинение, значит, они твердо уверены, что обвиняемый виновен, и переубедить их очень трудно. Трудно? Да их переубедить вовсе невозможно. Защищал папу известный ленинградский адвокат Олег Валерьянович Дервис. Спустя много лет он напишет замечательную книгу, в которой целая глава будет посвящена делу моего папы. Вот несколько небольших цитат из этой книги. Как раз в это время в музыкальных кругах циркулировали слухи о том, что собирающиеся эмигрировать музыканты-евреи с помощью различных ухищрений незаконно вывозят из страны ценные инструменты. Естественно, этими слухами заинтересовались в КГБ. Донос пришелся очень ко времени. Дело вновь было возбуждено, и машина следствия завертелась. На этот раз его направляла очень могущественная рука. Не могу не вспомнить в связи с этим делом знаменитого дирижера Евгения Александровича Мравинского. Он на всем протяжении процесса подписывал ходатайство, ходил на прием к прокурору города, лично ручался за честность своего оркестранта, которого знал много лет. Все тщетно. КГБ был сильнее любых авторитетов, любых доказательств. Я много размышлял об этом. У моего папы, у моего прадедушки не было никаких шансов на справедливость. Рассчитывать можно было только на чудо. Они были одни против огромного, ненасытного тоталитарного государства. Кто им мог помочь? Евгений Александрович Мравинский обращался в Верховный Совет в защиту моего папы. Все оказалось бесполезно. Чтобы спасти себя, была только одна возможность – каким-то образом вырваться за пределы железного занавеса. Мой папа на это не решился. А может быть, даже и не рассматривал такую возможность, веря в советское правосудие. Суд разберется. Не может быть, чтобы такой абсурд, такая пародия на судебное разбирательство закончились обвинительным приговором. Так думал мой папа. Но советское государство не знает ни стыда, ни совести. Папу приговорили к 4 годам тюрьмы. И вот сейчас, зная все это, я подумал, а почему, собственно, я должен оставаться здесь и на что-то надеяться? Может быть, хватит? И я решил, что надо уезжать из моей страны. Помню, как я приходил к папе в тюрьму на свидание. Он все еще надеялся, что разберутся, признают свою ошибку и немедленно освободят. Может быть, даже извинятся. Но это не обязательно. Достаточно, если просто освободят. Начались его бесчисленные походы к старости, секретарям, писарям, адвокатам.
Обычно его нигде не принимали, а если удавалось случаем или хитростью пробраться, то его тут же выставляли и не принимали уже никогда. Отец составил себе план. Встать неподалеку от замка, у дороги, где проезжают чиновники. План был совсем неразумный. Разве может чиновник что-нибудь прощать? Он может лишь осуждать. Помню, мы с моим дядей приезжали к папе в колонию. Мой дядя шахматист. Он там давал сеанс одновременной игры заключенным. А мы с папой в кадре справа наблюдаем за игрой шахматистов. Папа, кстати, давал там концерты. Вот фотография, сделанная во время его выступления. Папу не освободили никакие верховные суды и прочие компетентные инстанции. Он вышел из тюрьмы в 1987 году, а на следующий день Мравинский восстановил его в своем оркестре. Когда папа вновь вышел на сцену Большого зала Ленинградской филармонии и посмотрел в зрительный зал, первое, что он увидел, это был тот самый человек, сидящий в первом ряду, чей донос привел его в тюрьму. Папе вот так наглядно давали понять: не расслабляйся, мы тут, рядом, мы следим за тобой. Ты думаешь, что ты на свободе? Нет, что ты, как же ты наивен. У тебя и сынок вот уже подрастает, болтает уже много лишнего. Мы знаем, нам уже сигнализировали. Мы и с ним разберемся, не переживай, будь спокоен. Но папа думал о реабилитации. Из-за его дела взялся гениальный адвокат Юрий Маркович Шмидт. Спустя много лет он станет одним из защитников Михаила Ходорковского. Я уверен, Шмидт довел бы папино дело до логического финала. И все, кто состряпал эту фальшивку, оказались бы на скамье подсудимых. Это был 1990 год. Время было подходящее, чтобы совершилось настоящее правосудие. Но в планы преступников не входило садиться в тюрьму за фальсификацию. Моя бабушка, папина мама, пожилой человек, ей было в то время уже 80 лет. Как-то на улице к ней подошли два типичных искусствоведа в штатском и бойко отбарабанили заготовленный текст. Мы слышали, что ваш сын затевает что-то про реабилитацию. Так вот, передайте ему, что если он хочет, чтобы его мама и он сам были живы и здоровы, этого делать не надо. Вы нас поняли? Моя бабушка уговорила папу отказаться от реабилитации. Вот такая была история. А я тем временем, вместо того, чтобы снимать фильмы, гулять с дочкой по любимому городу, продолжал скрываться от тех, кто поставил своей целью либо лишить меня свободы, либо угрозами выдавить меня из России. Выбор, надо признаться, был невелик. Скажу честно, я склонялся ко второму варианту. И тут как раз Ассоциация режиссеров Франции обратилась к французскому правительству с просьбой предоставить мне и моей семье убежище в этой стране, чтобы, оставаясь на свободе, я имел возможность заниматься творчеством. Вскоре мы получили французскую визу. Это означало, что остались считанные дни нашего пребывания на родине. В эти последние дни и часы нужно было очень многое успеть. Поэтому передвигался по городу я в основном на такси и непрерывно снимал на смартфон из окошка автомобиля, чтобы оставить себе на память кадры с такими родными питерскими местами.
А вот и последние остатки мебели уже вынесли. Квартира опустела. А ведь когда-то... Песика с собой берешь. Идем, папа. Я иду, Лен, иду. Пойдем. Ну вот и настал день отъезда. Последние минуты в Санкт-Петербурге. Московский проспект. Пробка. Первые минуты в Европе. Эстония. Зал ожидания. Мы в безопасности. Мы свободны. Но мы это еще не осознаем. Отсюда, из Нарвы, началось наше путешествие во Францию. Что ждет нас на чужбине? Помню слова моей бабушки, для которой Ленинград был даже больше, чем родным городом. Был чем-то таким, без чего жизнь невозможна. При всех тех ужасах и мерзостях, которые творила преступная советская власть. Гуляя по городу, мы случайно оказались у российского посольства. Иногда, наверное, полезно нашим чиновникам почитать, что думают о стране, которую они представляют. А мы уже в Латвии. Это наш друг Феликс. Он любезно предложил доставить нас на своем автомобиле во Францию. Наша роуд-муви состоялась во многом благодаря ему. Пикник на обочине. Бульон ты наливаешь в тарелку и с каким-нибудь горячим хлебцем или с греночками. У тебя хорошее первое, очень вкусное. А после этого, соответственно, язык с какой-нибудь приправочкой, с какими-то овощами. Получается шикарное второе. Быстрее, папа. Быстрее, снимай. Да снимаю я, мышутка, снимаю. Берегись, папа. Мой бывший однокурсник, живущий 30 лет в Германии, все свое свободное время тратил на то, чтобы объяснять либеральным недоумкам, таким как я, живущим, заметьте, в России, как нам повезло с Путиным и какой он испытывает восторг, думая о России. А в Европе дела обстоят как раз наоборот. В ответ на мое предложение не мучить себя и вернуться на родину, в лоно партии «Единая Россия», он тут же замолкал, начинал часто моргать глазами
И его взгляд очень красноречиво говорил: «Послушай, я же патриот, но я же не сумасшедший». Куда вы едете? Кому вы там нужны? В Европе своих таких девать некуда. Полиция к вам приходила. Не смешите. Путин вас испугался. Да у Путина есть поважнее дела, чем ваши пасквили на Россию изучать. Будете там, в этой Европе, плакать горючими слезами, будете проситься назад, на коленях приползете. Но мы вас обратно не примем. Нам не нужны предатели. Вот такие тексты время от времени раздавались нам вслед. Ну что ж, значит, есть и такая Россия, и именно от нее мы уезжаем. Потому что мы несовместимы с ней. Да вали ты в свой капиталистический рай, в свой Израиль, в свою страну, Америку в эту. Куда ты там хочешь уехать? Уезжай ты, ради бога. Я себя чувствую некомфортно в России, некомфортно даже в родном городе. Всех, кто против, пожалуйста, вон отсюда, вон из моей страны, любимой, родной. Не нравится тебе Россия, матушка, где ты родился? Не нравится? Так иди отсюда нахрен, не хочешь ей служить. Я даже примерял на себя возможный отъезд, но здесь сложно. Во-первых, это мое родное, почему я должен уезжать? Ой, я чувствую себя очень комфортно в России. Я так комфортно себя чувствую. Даже не знаю, как сказать, насколько я комфортно себя чувствую. Интересно, они все еще звонят? Медленно, но верно, миновав Балтийские страны, Польшу, Чехию, Австрию и Германию, мы приблизились к французской границе. Очень хочу. Тогда пирог. Смотри, мостик. Ой, держи крепко. Петроградка. Телефон. Типичная Петроградка. Почти что Петроградка. И вот, наконец, мы во Франции. А я все равно мысленно возвращаюсь на свою родину. В последнее время в России мне часто давали один и тот же совет. Не высовывайся. Сиди тихо. Пережди это смутное время. Настанут и другие времена, и ты успеешь еще наговориться и фильмов своих наснимать. А сейчас затаись. Ты должен быть незаметен. Пусть о тебе все забудут. Вот как раз те, о ком забыли, они и при Сталине выжили. И сейчас тем более выживут. Ну как объяснить людям, дававшим мне эти, в общем, с житейской точки зрения правильные советы, что молчать – это ведь все равно, что согласиться. Согласиться с массовыми убийствами в Украине, с тотальным враньем, с арестами инакомыслящих в России, с подлостью, с отвратительной мерзостью, которая вылезла сейчас в России из всех щелей. Как же можно промолчать? А как быть с совестью? Гуляя по улицам Страсбурга, первое время мне было очень странно и даже как-то не по себе, что люди могут просто жить и не находиться под воздействием какой-то агрессивной идеологии.
настолько российская машина пропаганды затуманила нам мозги, что ты должен поддерживать специальную военную операцию в Украине тем или иным способом, либо участвовать самому, либо желать нашим мальчикам победы и клеймить иностранных агентов, врагов Отечества, в социальных сетях. Иными словами, твой выбор быть наемником-убийцей на захватнической войне, неважно с какой мотивацией, деньги или ложно понимаемое понятие патриотизма, или же драть глотку, не сходя с дивана в стиле пропагандистов с ГОС-ТВ. А если не то и не другое, то быть изгоем этого общества и готовиться к путешествию в ГУЛАГ, которое рано или поздно тебя в России не минует. Согласитесь, перспектива так себе. И вот сейчас мне было очень странно видеть людей, перед которыми этот выбор, к счастью, не стоит. Они просто живут своей обычной или необычной, но такой негромкой, неагрессивной жизнью. «Тебе там, наверное, очень скучно», — сказал мне по телефону один приятель из России. «Да, скукотища», — ответил я. «Так возвращайся, пока не поздно», — сказал он. «Ого-ого, уже бегу покупать билеты». Что больше всего потрясло меня в Европе, меня, человека, всю жизнь прожившего в условиях несвободы, в условиях, когда каждое твое неосторожно сказанное слово могло быть источником большой беды. Озвучивать я его не могу, свое мнение правдиво. Почему? Потому что сейчас есть законы, по которым, если я буду говорить, меня могут сами понимаете, куда и на сколько лет. Зачем тогда мне это? У меня дети. Так вот, потрясли меня не 250 сортов сыра и колбасы, а как раз эта удивительная атмосфера свободы. Это непередаваемое ощущение почти мгновенно свалившегося с тебя груза из совковых страхов и комплексов. Какое все-таки счастье быть свободным человеком и ничего не бояться. Хотя, мне, разумеется, возразят, и, наверное, справедливо, что полной свободы нет нигде. Да, это так. Но все, как говорится, познается в сравнении. Я приехал из путинской России образца 2023 года. И мне есть с чем сравнивать. Нет, ты вот поживи в этом говне, вот как мы живем, дошираком попитайся. Вот это подвиг. Со своими мыслями обо всем происходящем, которые у тебя есть. Патриотизм в России – это жить в говне и радоваться этому, и передать этот опыт подрастающему поколению. Тактика путинских стратегов состояла в том, чтобы заставить людей поверить в то, что от них ничего не зависит, что они все нули, тупое стадо, что они не граждане своей страны, ответственные за свою судьбу и судьбу своих детей, а просто какой-то никчемный сброд, лишенный чувства собственного достоинства. И надо признать, у граждан начальников получилось. И от нас, ни от единого человечка ничего не зависит. Протестуй, не протестуй, убивай, не убивай, насилуй, грабь, что угодно ты можешь, пляши, пой, пиши книги, там, посты в социальных сетях. Ничего не изменишь, ничего не изменишь, абсолютно. Поэтому радоваться жизни.
радоваться жизни. Прекрасный совет. На этом можно было бы и закруглиться. Но я все-таки кое-что пожелаю. А желаю я всем нам, прежде всего одного, чтобы этот мрак над Россией поскорее ушел в прошлое. И это обязательно произойдет. Когда-нибудь точно произойдет. Но уже без меня. И если меня спросят, хотел бы я, чтобы моя дочь когда-нибудь потом вернулась в прекрасную Россию будущего, я отвечу нет. Не хотел бы. Россия все время наступает на одни и те же грабли. Россия постоянно становится заложником своих преступных вождей. А мы, обыкновенные простые люди, оказываемся пешками в их безумных геополитических играх. Нас заставляют под страхом тюрьмы и смерти непрерывно с кем-то бороться, с кем-то воевать. Лично я не хочу ни с кем воевать, не хочу ни с кем бороться, ни с так называемыми врагами народа, ни с толпами неизвестно откуда взявшихся украинских нацистов, ни с представителями нетрадиционной ориентации, ни с кем. Я не боец, не революционер. Выходить на баррикады, увы, это не мое. Но находясь в России, я не мог промолчать. Мерзость этого режима победила во мне страх перед ним. Конечно, я сейчас ощущаю себя немного неловко. Фактически я бежал из России в тот момент, когда никто не мешал мне выйти на баррикады и погибнуть смертью храбрых, борясь за свободу своей страны. Это было бы хорошее завершение тихой, спокойной жизни, гарантирующее пару-тройку восторженных некрологов. Возникает только один законный вопрос. Зачем? Ради кого? Ради миллионов молчунов из глубинного российского народа, которым твоя борьба за свободу даром не нужна? На данном этапе развития ситуации лучше, чем Путин, никого нет и быть не может. Какой бы он ни был. Какой бы он ни был. Вот он сейчас на своем месте. У меня проблем каких-то, чтобы вот жаловаться и плакаться, нету. Поэтому я совершенно не сторонник кого-то охаивать или, наоборот, нахваливать там. Ну, вот как есть, так есть. Я понимаю, что хорошего много. Еще раз говорю, улучшений очень много. Не знаю, возможно, героизм не требует от своих адептов рациональных мотивировок. Значит, я, увы, не герой. Мне стыдно, но это так. Леночка, доченька моя любимая, мне так хочется видеть, как ты растешь, взрослеешь, читать с тобой книги, вместе слушать музыку, смотреть фильмы и обсуждать их. Лена, ты мой самый лучший друг. Я так люблю тебя. Но в нашей с тобой стране негодяи захватили власть. И я почему-то не хочу сидеть в тюрьме за то, что называю негодяев тем, кем они на самом деле являются. Негодяями. Но когда-нибудь режим падет. И я все-таки опять и опять надеюсь, что мои соотечественники наконец поймут глупость и бессмысленность непрерывной войны. И я лично мечтаю, чтобы на вопрос, что ты делал всю свою жизнь, можно было бы так скромно, по-простецки ответить: я жил, черт возьми. Я просто жил.
Дедушка Мороз. Меня зовут... Леня. Я учусь. В школе. Я люблю играть. Мяч. Еще я люблю... Рисовать. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу получить на Рождество подарок. Набор. Машинка. Ну, еще там что? Автомобиль. Ага. И девочка. Вот. С наилучшими пожеланиями. Леня. Ура! А я тебе тоже приготовила подарок, мамочка. Какой?